Это имя поразило многих. Не европеец, не кардинал из Старого мира. Новый папа, американец, гражданин США, кардинал Роберт Фрэнсис Прево. И сразу же волна восторга ударила в одни берега, а сомнения — в другие. Избрание папы Льва XIV стало событием, вызвавшим противоречивые реакции по всему католическому миру. Для одних это продолжение курса папы Франциска и знак надежды, для других — тревожный сигнал об углублении кризиса идентичности церкви. Кто же он? Человек, пришедший из Перу, августинец с миссионерским сердцем и академическим умом. И почему его понтификат сразу оказался на линии огня? Одни увидели в этом глобального пророка мира, другой — Франциск Ассизский, другие — опасного вмешателя, который использует кафедру Петра как трибуну геополитики. Герой одних — раздражение для других. Папа Лев XIV в миру Роберт Фрэнсис Прево. Долгое время служил в Перу, где приобрел репутацию скромного, но решительного пастыря. Его хорошо знают среди миссионеров, латиноамериканских кардиналов и духовенства, близкого к народу. Его поддержали те, кто устал от формализма и хочет видеть церковь рядом с бедными, страдающими, заброшенными. Он носит традиционную папскую мантию – мадзета, но в то же время говорит о церкви, которая слышит плач детей и стариков. Он не теоретик, а священник, который жил среди тех, кого церковная бюрократия часто забывает. Но есть и другая сторона. Консервативные круги встретили его избрание с тревогой. Его позиция по отношению к однополым парам, синодальности и роли мирян вызывает опасения среди тех, кто боится размывания догматических и литургических границ. Американские ультраконсервативные сайты уже называют его папой милосердия без истины. Августинцы. Это первый папа-августинец с XVI века, и орден воспринял его избрание как долгожданное признание их традиции. Кардиналы из Латинской Америки, Азии и Африки. Они видят в нем пастыря глобального юга, человека действия, а не придворного интриганта. Сторонники папы Франциска. Для них Лев XIV – мягкий, но надежный преемник, не разрушитель, но и не реставратор. Если Лев XIV будет продолжать курс папы Франциска, то он, вероятно, поддерживает более инклюзивный, пастырский подход к верующим. Делает упор на социальную справедливость, борьбу с бедностью, защиту мигрантов и изменение климата. Склонен к децентрализации власти в церкви, больше прислушиваясь к местным епископским конференциям. Все эти темы особенно важны для стран глобального юга, где бедность и неравенство – насущные проблемы. Католическая церковь активно работает с беднейшими слоями населения. Вера носит более харизматичный и общинный характер, чем в странах Запада. Кардиналы-традиционалисты и их сторонники считают, что новый понтифик слишком уступчив в вопросах морали и литургии. Римские куриалы старой школы, те, кто ностальгирует по временам Иоанна Павла II, считают Льва XIV слишком земным, слишком миссионерским и недостаточно теологичным. Жесткие критики из числа активистов. Его осторожность в вопросах сексуальных злоупотреблений вызывает недовольство у тех, кто требует моментальных действий и полной прозрачности. Некоторые считают его реакцию на случаи злоупотреблений в Перу недостаточной. Он не покрыл преступников, но действовал осторожно, дипломатично, без публичных разоблачений. Это вызывает критику от активистов, которые требуют максимальной прозрачности и немедленных действий. «Нам не нужен папа, который все понимает, но ничего не меняет», — пишут они. Луис Антонио Тагле, кардинал с Филиппин, которого многие рассматривали как возможного преемника Франциска, оказался в необычном положении. Несмотря на личную симпатию к Льву XIV, его разочарование от несостоявшегося избрания чувствуется.
По сообщениям СМИ, именно он во время последнего конклава предложил Прево конфету, чтобы тот справился с волнением. Символичный жест, но не без оттенка драматизма. В интервью Тагле описывает нового папу как очень человечного, но проницательного, однако за этой дипломатичной формулировкой, возможно, скрываются более сложные чувства. Тем не менее, он сохраняет важные позиции и, скорее всего, будет играть роль стабилизатора в наступающем понтификате. Синодальность. Путь продолжится, но с большей пасторской осторожностью. Роль женщин. Возможно расширение служений для мирянок без рукоположения. Миротворчество. Его слова о Третьей мировой войне по частям отражают миссию быть моральным голосом в хаосе 21 века. Августинская духовность, возрождение исповеди, внимание к внутреннему миру человека, к борьбе с гордыней и к милосердию. Финансовая и правовая реформа, акцент на прозрачность и доступность церковного правосудия. Папа Лев XIV идет по краю, его невозможно упаковать в одну идеологию. Он не либерал, не традиционалист, не технократ. Папа Лев XIV – фигура перехода и напряжения. Он не приносит революций, но и не дает вернуться в зону комфорта. Его главная миссия, похоже, удержать церковь от раскола, не потеряв ни истину, ни милосердие. И, быть может, именно в этом его историческое значение. А как вы думаете, что принесет новый Папа Римский в этот мир? Что значит для вас лично его предназначение? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо и до встречи!